you. I will bring it for you. Вот And we live. We live. Добрый вечер, добрый день. Да, добрый вечер всем. Мы просто искали столик, куда поставить ее чай. Very happy. Я очень счастлива быть здесь с вами. Это первый сессия. Семинар. Семинар. Чувственность женщины? Чувственная женщина, да? Да. So, let me see if you are here. If you're here, then please send me some. Да, можете сейчас оставить какой-то там комментарий, какое-то сердечко. Вот. Так, я здесь, запись будет. Отлично, да. Вот. Сейчас мы немножко подвинем камеру. Вот так, мне кажется, лучше, да. Ну что, вот это первая сессия семинара нашего. Мы еще все собираемся. Понятно, что многие будут смотреть в записи, потому что время такое не для всех удобное. Now, for many of you, I understand that you are going to be watching this later than live, as one feels. Да, я понимаю, что будет много смотреть в записи. And that's perfect because Это нормально. we understand that we have time constrictions through the week. Да, естественно. Да. Это рабочая неделя, и тем более люди едут из разных городов, женщины едут из разных городов, поэтому у всех разные время сейчас. So it's a very special event and a very special field that we open together. Это очень особенный, очень важный, очень необычный семинар. Да. It's been very long time since I've given более 2 года я не проводила живых семинаров. And of course, there has been an incredible amount of growth, both in me и очень сильно я поменялась за это время. And I think in the general field of и вообще, growing women in the world. И мир, наверное, немножко изменился, и женщин. We've been with many of you through the Elixir online retreat. За это время было много онлайн-ретритов. Feminine confidence. Healing the aspects, many others. There's so many, and it's very thrilling to be able to bring this energy. Конечно, очень здорово побыть всем в одном пространстве. Да. Although I will say that through the feedback we get phenomenal results online. И я рада, что и онлайн-формат, в котором я проводила до этого мероприятия последние 2 года, он прекрасно работал, и результаты были просто потрясающие. But I think the transformation Но все же that happens for women есть целый ряд we are in that unified physical моментов, которые все-таки намного легче и глубже можно проработать в пространстве, вот именно в одной комнате. Because there is the possibility of it moving through all the bodies. Потому что мы физически можем прикоснуться друг к другу, поработать в парах. We sit in a space, мы находимся в поле, which is a very special field that is большого количества женщин. Not a normal field for women at all. Это совершенно не то, что считается it's нормальным. Very loving, very очень любящий, powerful, очень неконкурентный, very очень мощный, accepting, very очень safe, принимающий, безопасный, something very touch-oriented. Очень телесно ориентированное Your body, your centers will be touched. Поэтому, естественно, мы будем делать целый ряд упражнений, которые мы не могли делать онлайн, упражнения в парах. Formation to go in very quickly through the bodies. Это позволит нам очень быстро проходить какие-то элементы трансформации, которые бы мы хотели, чтобы с нами случилось. And we desperately need to be touched with these нужно, чтобы к нам deeply loving feminine hands, чтобы это были любящие and руки, with an energy that's much bigger
than the individual women in the room. И энергия в зале, конечно, больше, чем энергия каждой женщины в отдельности, поскольку это единое поле всех нас. Which is both the earth feminine Получается, что есть the такая cosmic feminine первородная женская энергия и энергия Земли. All of that is being transmuted все это собирается в одном through my voice as well. В одном зале и усиливается вибрациями моего голоса. It's different than a concert. Эта программа очень сильно отличается, даже программа концерта практики, естественно, поскольку это полноценный семинар. Да. It allows us to go deeper. У нас намного больше времени, in the different bodies. И, соответственно, мы можем намного... Because we have a lot more time together. Да, мы можем затронуть очень глубокие пласты, которые Each day is from 11 till 4, though I guarantee we'll go at least until 4:15. Каждый день, естественно, у нас по 5 часов, у нас будут перерывы, и с 11 до 4. Ну, конечно же, мы немножко задержимся, поэтому если кто-то вас будет встречать, вы планируете, не договаривайтесь на 4. Я искренне не советую договариваться вам раньше, чем на 4:30. And I know that there's going to be mothers there breastfeeding children, and you will have an idea of the breaks each day. Я знаю, что некоторые мамы, они придут со своими детьми, кого они кормят грудью, они будут выходить в коридор, чтобы покормить. Я знаю такие. У нас будет 2 перерыва каждый день обязательно. For the women who are going to be on their menstruation in the retreat. Я всегда говорю, что если у вас в эти дни будут месячные, it's a very powerful time to это очень мощно, это очень красиво. And on a practical level, но на практическом уровне, not пожалуйста, не пользуйтесь тампонами. Allow the blood to flow right down into a pad. Стекала свободно вниз в прокладку. Да, I'm always an advocate of organic Я if you can get them. Or more natural pads. Натуральных прокладок, желательно из хлопка. Да, so we'll have pregnant women in the room, I'm sure. Я знаю, что будет несколько беременных женщин, не знаю, сколько будет и бабушки. Menopausal, from young to older девушки, от самых молодых до достаточно возрастных. Да. So let's move into what is this transformation all about. Сейчас мы поговорим in this magical retreat. Как бы причинах, которые находятся под то, что случится, как бы, да, в рамках семинара. But before I say that, one more aspect of the being held in the space. Но прежде чем я коснусь этой части таких вот скрытых сил и причин, я поговорю еще об этом. We have not only an amazing team. У нас прекрасная команда, которая поддерживает нас, поэтому very loving and devoted team and been with me for years. Команда Sticky Jam поддерживает организатор этого мероприятия, с которой мы делали все крокусы, что очень важно, что в отличие от концертов, если вы не были на семинарах, то есть, естественно, команда поддержки женщин. A team of amazing women that have been working also with me for years. Все они были со мной много лет. All practitioners of feminine practices, some psychologists, some birth workers, some all kinds of различные аспекты. Women that are in the support role and are hands-on in that support role. Should you need it in the room. So it's an extremely lovingly held space for you. If you're somebody that has a little bit of challenge with your hips or your spine or something, I do encourage you to bring a cushion. Если у вас болят бедра, возьмите какую-то тоненькую подушечку, чтобы подложить на кресло, чтобы сесть удобнее. В Вегас Сити Холл роскошные кресла, очень удобные, но я люблю сидеть на подушечке, чтобы мои бедра были чуть-чуть выше колен, когда я делаю свои практики. Поэтому мне это комфортно. Я люблю сидеть и на такие даже комфортные кресла класть маленькую подушечку, чтобы мне было удобнее. And sometimes it's also nice to have a shawl
in the room, you know. Вряд ли там будет прохладно, но если вы возьмете шаль, я думаю, что хуже не будет. Temperature can go up and down. Sometimes Это такая внутренняя we go to температура, потому что она meditation. может меняться. We can get boiling hot or we can get freezing cold. Потому что у каждой женщины свои реакции на медитацию, на какие-то глубокие практики. Иногда у вас очень прям жар идет по телу, а кому-то наоборот в это же время просто холодно так, что прям тело замерзает. For those of you who have not met the voice translating me, this is my beautiful husband, though I don't know how you couldn't not know that, but maybe you're totally new to me. This is Dragoslav. Да, его зовут Dragoslav. And he's been translating me for maybe 12 years now, so in every seminar. Он переводит меня не с самого начала моих практик в России, примерно где-то лет 12. Да. So he holds a very, very nourishing space from that masculine principle, I would say. Да, он нас поддерживает. Да, so back to what is this retreat going to open? И очень интересная такая тема, которую мы сейчас затронем, и мы на то, что мы очень красиво проработаем в рамках этого интенсива. We've looked at, you know, very much at the core of my practices is the experience of opening up the sensuality. Я думаю, что многие из вас знают, что все мои практики, они так или иначе ориентированы на восстановление связи с телом, на раскрытие чувственности. So the energy of love is flowing right up through your body, through your vagina, which I'll always refer to as yoni, which means that sacred opening, and through the womb, through the belly, through the heart, the throat, mouth, the eyes, the third eye, the crown, and to the soul, and all around through the biofield or the field of the body. And when we develop this sensitivity, when sensitivity is felt through the relationship of love, we experience life much more sensually. Жизнь становится намного более богатой, насыщенной, яркой. And this is fundamental to the pleasure of being in a womanly body, which can be super difficult, to the happiness of the emotional body, to the acceptance of your body the way that it is, and the type of sensitivity that makes you very intelligent. И с другой стороны, у нас повышается некий такой скрытый интеллект, такой интуитивный From your intuition into your world. Где наша, с одной стороны, логика встречается с нашей интуицией. That gives you a very tactile и у вас становится очень такой mysterious almost немножко даже, можно сказать, волшебное качество, которое чувствует жизнь, чувствует сигналы жизни, ощущает эти тонкие настройки жизни. Now, why aren't all of these few billions of women living like this? Почему несколько миллиардов женщин на планете так не живет, если это наша природа? Why are we not living like this? Why does this planet function the way it does? And that is quite a global condition that I'm about to go into inside us women. Такая весьма вселенское такое, на всей планете это состояние есть, и мы сейчас поговорим про внутренний мир женщины, затронем очень интересную, очень важную тему, которая прям
коренным образом отличает этот интенсив и семинар от всех остальных. And this is the aspect of the foundational aspect of the workshop. It gives you the understanding, the growing, deepening understanding of who it is. Потому что на этом семинаре living through мы you. увидим нечто, что, возможно, вы никогда не видели. Who it Некие is аспекты той, кем вы на самом деле that являетесь. responds to life a certain Ту, way. кто живет эту жизнь, And ту, кто why, реагирует на нее. you И know. самое главное, почему она реагирует. Потому что, не понимая причин, мы всегда заложники ситуации, мы всегда где-то марионетки. А мы видим вот эти скрытые причины, которые влияют на то, как мы живем свою жизнь, и как мы можем их изменить. That we are multifaceted, like a мы diamond. не просто увидим, мы поймем, почувствуем, обнаружим в себе эти разные грани, как у бриллианта. This was a vision that I had in the solstice, recent solstice, winter это видение очень ярко пришло ко мне вместе с, наверное, каким-то одним из окончаний этапов исцеления моих внутренних, исцеления моего внутреннего исцеления. It was Последнее the realization through my final meditation вот, in реализация the в последний день solstice солнцестояния. I had been living my life Я through увидела, all что these я жила facets, свою жизнь через разные аспекты, but without them being fully unified into the и one многие из них я проживала полностью и тотально. diamond. Но до тех пор, пока они не сольются в единый вот этот бриллиант, если Instead, kind of like the brilliant necklace, знаете, да, когда вы we have all носите ожерелье из, separated может быть, маленьких бриллиантиков, они тоже small все сверкают. separated stones. Или какие-то камушки такие яркие, да, они все сверкают. A lot of women have one big stone that И is часто, если very вот big посмотреть facet, на женщину, да, с And такой стороны, there's то ты other можешь facets, увидеть, что в ожерелье ее tiny проживания, аспектов, diamonds, в you которых know. она проживает жизнь, одни вот эти Some that are камушки medium, побольше, you know. какие-то поменьше, какие-то средние, и каким-то аспектам она дает вот возможность проявиться, а какие-то, наоборот, она в себе всячески подавляет. And what's magnificent Но что удивительно, about the diamond energy is that it is the union что когда мы проживаем это некое внутреннее исцеление, the pressure of the earth, под давлением, you know, как формируется бриллиант, pressurizing those minerals into кимберлитовых трубках a графит под diamond. давлением становится And бриллиантом, when that diamond is put и вы больше не into the карандаш из light, магазина канцтоваров, а вы it сияющий бриллиант. reflects all the colors, it reflects тогда, all the light. Если вместо вот этого ожерелья маленьких камушков, где один побольше, а другой поменьше, Of our все world, они of our сливаются sun, of воедино, проживая это that исцеление light и единение аспектов you know? души, аспектов вашей жизни, то So, вы становитесь большим сияющим бриллиантом. my diamond unified И когда in я this realization. ощутила слияние этих аспектов, And I understood это that, было очень красивое и важное проживание, of course, it наверное, was одно из very самых таких beautiful, it's мощных pouring with проживаний light. в жизни, But когда of ты course, чувствуешь, как аспекты тебя, аспекты твоей души, I они вдруг стали understood целостными. that I don't need to keep living through И я поняла, separated что мой дальнейший путь – это facets путь не of my проживания character. отдельных аспектов меня, а путь проживания меня целостным. Now, Can speak maybe some examples. for example, yeah, I have inside of me the mother, right? Ну, о чем я говорю здесь, да? О том, что есть, наверное, у каждой женщины. She was often in conflict with Например, моя мама. you know, Вот внутренне the такая, мой performer, материнский the принцип. kind of goddess Она that всегда stood on жила stage, you в know. каком-то легком конфликте с той такой сценической мной, да, с такой, например, с моим божественным каким-то проявлением. Почему? Because she felt Потому as что if she was мама чувствовала всегда, что она compromising идет на компромисс, her role оставляя as a свою mother дочку to be that. для того, чтобы оказываться на сцене и выступать, оставляя ее порой на несколько месяцев, для того, чтобы уезжать в международные концертные туры. And
in my earlier days, when I was mothering a lot of children, И когда я была помоложе, я воспитывала много детей. My mothering felt like a burden. И для меня это материнство было как бы такое прям бремя. And only when I was like on stage, on tour, did I feel like когда я оказывалась в туре и my на most сцене, я real чувствовала, self, что you know, ну вот это, my вот most это powerful настоящий self, я, you know. вот это настоящий я на сцене. So there was a little bit of guilt from one с одной side стороны чувство and a little вины, bit of resentment, а с другой you стороны know. чувство легкого такого презрения, как бы ты Да, мешаешь and a bit of мне the жить. burden on the other Да, side. и такого вот So вот these это two facets долго, и вот эти все were not really working well together. весь этот внутренний конфликт эмоций, ожиданий, устремлений внутренних, он, естественно, создавал большое напряжение во мне. Это только малая часть. Понятно, что у нас много аспектов. Да. And when we look into the facets of Если мы ourselves, посмотрим на эти аспекты, которые у каждой из нас есть, in typical feminine, let's say, workshops, на обычном женском we семинаре will break those facets часто любят into a very уходить в такие stereotypical стереотипы. idea, like the queen, the lover, Как-то они называются, mother, я забыл. you Когда, know, знаете, etc. есть богиня, Priestess, есть жрица, есть мать. Архетипы, вот. Архетипы. archetypes, yeah. Да, любят очень. Но это очень поверхностный взгляд на женщину. It's a very superficial Очень way поверхностный. to look at the Мы так в facets реальности-то не живем. that live inside of you, because Далеко не эти аспекты вы на самом деле женщина every проживает в жизни. facet has positive aspects and negative aspects. Да, у многих таких вот аспектов жизненных, у них есть положительные и отрицательные стороны. It's very important for you to understand И who очень it важно is понять, that lives inside of кто you, живет в тебе. so that you can start to understand the facets Чтобы ты понимал эти that аспекты, are you, которые твои, where they have become a negative facet because they've been deeply и traumatized by где они something, перешли в негативную фазу, потому что они живут из глубокой травмы. and where they actually are very natural and positive А где kind наоборот они положительные aspect и or facet очень of проявлены. of your being. And I think the more positive aspects are much, much easier to look at than На положительные аспекты куда проще смотреть, чем actually отрицательные. what's driving our behavior. Вот. And what's driving our И когда мы начинаем behavior in our смотреть internal на world причины того, что происходит, and с how we нами, present ourselves in the social и world как мы проявляемся в социуме, в is социальном a мире, lot to do with the на traumatized самом деле это во многом facet. связано именно с этими аспектами, с их внутренними травмами и с конфликтом между нашими вот этими аспектами и ролями, которые есть внутри нас. And this is where we see inside of us enormous confusion. И таким образом мы видим колоссальное смятение. I'll often refer to as chaos in a moment. Зачастую я называю это словом внутренний хаос. Но на самом деле у этого внутреннего хаоса есть причины. Extremely confusing for a Да, и man. для нас, женщин, это всегда очень странно, да, так очень сбивает нас с толку, лишает нас как будто бы вот направления, мы теряем свою миссию, свое предназначение в этом хаосе. А хаос — это на самом деле просто конфликт и смятение, и противостояние. Of course, there's a deeper meaning of chaos, but we don't tend to live from that, which is where we're touching the mystery and the unknown and living through that principle. Есть, понятно, But что есть такой космический хаос, the chaos that I'm волшебства, speaking но about этот is хаос женщина the проживает emotional нечасто. В chaos основном мы проживаем такой эмоциональный, поведенческий makes хаос, us choose в things that are котором not мы true, залипаем и that make us not be able to застреваем в make a выборе, decision, мы порой не можем сделать выбор, that make us behave in или мы делаем ways выбор, который, в that общем-то, have нам не nothing to do with помогает, how we и он truly
не отражает, что мы на самом деле чувствуем и как бы мы на самом деле хотели, но вот мы делаем его под давлением этого конфликта внутреннего. And there are things that we feel that are out of control in us, you know. И наоборот, нам кажется, что мы постоянно теряем we just don't know them well enough, these И это aspects. происходит потому, что есть целый ряд аспектов, которые мы даже не знаем в себе. And not every aspect that I name here, because I'm going to name Я these сейчас aspects, начну некоторые аспекты is in называть. every woman. Не означает, что у вас есть все они. Я их даже специально выписал. It's more like if you see the aspect and the shoe fits, you're wearing it. You know? Скорее, как бы вот As я I сейчас speak буду about что-то it. говорить, да, и она говорит, если подойдет туфелька Золушки, вы ее надеваете. Как бы, ну, значит, это ваше. А если не ваше, не все аспекты, не все эти элементы у каждой из нас есть. And a beautiful example of how these conflicting aspects function in the world is just as simply as when you're out shopping, choosing a lipstick. Да, но, например, вы можете посмотреть, как они, вот этот конфликт, вот этот реально внутренний конфликт и смятение, и хаос, как мы это называем, растерянность порой. На простом примере, когда вы можете пойти в магазин и купить губную помаду. You might be buying a red lipstick. Вы можете, допустим, you know, вот смотреть и думать, купить ли мне красную губную помаду. You know, the kind of free woman inside of И you. где-то такая свободная женщина в вас. The untamed says, yes, she's такая, gorgeous. говорит, да, это Your классно. sexuality says, yes, I want to be seen with these red lips. Ваша такая сексуальная женщина, она говорит, что да, your mother, your inner mother says, чтобы меня замечали, no, такой, I can't be seen, говорит, нет, you ну know, что, my daughter see me in this, это как-то you know, очень агрессивно, очень сексуально, я не хочу, чтобы моя my husband won't like this, you know, мой муж, он меня так увидел, мало ли ему это там не понравится, или моя дочка будет обо мне там you know, странное мнение, моя мама обо мне будет странное мнение. There might be the part of you that says, you know, this I have to wear. Because I want to be seen. Или you know? Если у вас есть такая социально проявленная, да, женщина, она может сказать, что нет, я очень хочу, чтобы меня такое видели. And then there might be somebody in you that says, oh, but I certainly couldn't wear this to work. И, допустим, если у вас есть такая хорошая сотрудница, то она сразу начнет внутри вас говорить, нет, я это не смогу надеть в офис, что вы, обо мне подумают руководители или коллеги. And all of this is going on, и это, вот этот весь as quick as this in a moment. И вот с такой скоростью, как я щелкаю пальцами, идет этот безумный совершенно внутренний диалог большого количества разных ваших And it could take her 20 minutes to choose that lipstick. И из-за этого-то мы и залипаем. Вот недаром, I would say, that's why the workshop is called Sensual Woman, because of this, women mentalize so much their life and forget that sensuality means sex. In what way, though? I don't know what angle. Because it's like this snap conversation. Yeah. So what Drago is pointing out here is that this is the mentalization. И понимаете, что происходит? Вот у нас семинар называется «Чувственная женщина», да, и мы a woman who doesn't allow herself to choose what she loves. с этой ментализацией. Но ментализация — это следствие. Это как раз и есть следствие. То, что мы думаем, а не чувствуем, это следствие вот этого внутреннего конфликта, внутренних противоречий. Из-за того, что их так много, мы постоянно их ментализируем, мы постоянно залипаем в уме. Bomb inside of her, you вот know, это является so причиной, subtly, вот это является причиной того, что... I gave example of lipstick, it could be dress, I don't know, whatever Я it is, привела пример губной помады, на самом деле может быть что угодно. So I want to have a look with you. Я хочу с вами посмотреть. And I would love you to make notes about И если this. вы почувствуете, что прям вот вы начнете замечать этих Tomorrow I will give you аспекты, a little diagram of this. But today I want you в телеграм-канале нашего семинара я запущу write these часть этой информации down. Okay, so you can look сейчас я просто буду как бы произносить эти аспекты, немножко проговаривать их, а вы, может быть, делаете какие-то пометки на полях для себя, смотря что к вам относится. Неважно, в телефоне, на бумажке, как вам удобно. I think, you know, one of the really original aspects of a woman is the untamed girl. Есть такой очень интересный аспект у женщины, такая неподконтрольная девочка, которой вы, наверное, родились.
explorative, Она такая, passionate, знаете, любит приключения, you know, у нее she can't шило sit в попе, да, она не still может because сидеть на it's одном like she's got месте. a needle in her bum, Да. you know, and she's very nature like Она очень хорошо based, себя she's very чувствует на comfortable in природе, она nature. любит играть, любит исследовать, любит приключения. She kind of is quite spoken. She's И outspoken. она She says what очень she feels or thinks легко or говорит то, что without too думает, much thinking. не думая слишком сильно о So последствиях. she's a very untamed girl. Такая вот неподконтрольная девочка, которую еще не загнали в какие-то рамки, она, естественно, есть у каждой женщины. And from this untamed girl, often И зачастую из этой такой another необузданной, может быть, где-то, да, takes over, девочки and that is the girl who's вырастает хорошая told девочка, that she should be more которую nice, воспитывали shouldn't мама offend там, и people with what she папа, которые says. говорят, что лучше промолчи, будь She should be милой, good, будь she should хороший, sit still, помолчи, you know, she should be сиди. talented, she Да. should be good. Все время слушай, там старший делай, как тебе говорят. That she gets all the praise and the reflection that she's loved when she's the good girl. Ее вот эту такую необузданную и живую, немножко дикую девочку, ее загоняют в рамки хорошие, говоря, что если ты будешь вести себя хорошо, то мы тебя будем любить, а если нет, то нет. Then there's the girl that grows, and she is often shamed. И есть такой аспект во многих женщинах, это пристыженная девушка. Пристыженная, она та, кто носит очень много стыда. В основном это стыд, связанный с телом. This can kick in because of her Часто first experience это начинается, когда формируется touching женское herself, тело. finding Когда, a допустим, вот она clitoris, прикасается you к know, and себе, being told находит it's свой dirty and клитор, shameful. и ее за это начинают стыдить очень It сильно comes взрослые. later when she Или has чуть позже, когда у нее начинает her experience of her расти, breast starting to появляется grow, грудь, появляются бедра, and она the не знает, как hips, себя the bum, вести, you know, и мальчик, and then и eventually her девочки. menstrual cycle. Да, тоже ее за это пристыживают, и потом запускается менструальный цикл, Sometimes и тоже, her опять first же, touch of sexual experience was много with a стыда, boy. и первый сексуальный опыт, или около такой сексуальный опыт чаще, с мальчиками тоже окружен большим количеством стыда. И этот стыд, woven in almost он как бы вплетается, создавая on такую a mental and субличность, cellular level. да, фактически in на her клеточном уровне вплетается в женщину. She no longer sees her body how it is. И она перестает видеть свое She тело has, таким, какое оно like есть. A mental как будто бы overlay на тело of накинули такую on the накидку из стыда, такую как паутинку, сеточку такую, в общем, постыдную. Another fundamental aspect of a woman is her inner mother. Конечно же, у каждой And we see it женщины in есть small эта girls, внутренняя мама. got their baby dolls, feeding their baby родилась, она, dolls, значит, совсем крошка, changing а у нее them, уже свои крошки, taking у care нее of уже them, куколки, о которых она taking care of their заботится. baby brother or Она sister, заботится и о or куколках, even и of their если у mama, нее you есть know, младшие this братики и very сестрички, то они loving, это очень любящее, natural connection to естественная mother. связь с This is a very материнством. built-in aspect. Она, естественно, In есть у this is каждой one that женщины. exists in every girl. И я думаю, что этот аспект есть у каждой What happens to женщины. it later is Что can be происходит с different. этим в дальнейшем, You у know? каждого тут свой путь. But it's a fundamental aspect Но когда мы приходим на планету, в нас that этот she аспект обычно is очень хорошо born with. You know, out of often connected to the good girl, but not Не always. всегда на связи с хорошей There девочкой, но is часто. The beauty queen or Есть the beauty такая, мы называем princess. ее у себя внутри, у нас внутренний термин у нее такой королева красоты. And the beauty princess is the one that's always told how beautiful she is. Зачастую это те девочки, которым в детстве постоянно говорили, что они очень красивые. Whether it's father, whether it's Неважно, mother. папа, мама. If she's physically a very beautiful Если girl, физически it will девушка happen достаточно everywhere she привлекательна, goes. то в детстве особенно Everybody ей says, "Oh, говорят you're везде. such a beautiful girl." Все говорят, ты такая you know? красивая девочка. Да, and what we start to И что understand происходит? Происходит by this такое... constant reference
искажение под влиянием постоянного... That we are loved because we are physically very beautiful. Постоянного напоминания об этом аспекте у нас формируется такое убеждение, не соответствующее действительности, что нас любят, потому что мы красивы. And of course it gets fostered with the fantasies of becoming the beauty queen. И, естественно, чем дальше, а сейчас, естественно, там, с соцсетями, не просто там стать мисс, не знаю, мисс города или попасть на обложку журнала. Сейчас же соцсети, где все тебе ставят лайки и пишут в комментах, какая ты красотка. Да, и женщины настолько становятся зависимыми. И это опять очень сильная ментализация женщины, когда даже ее тело служит достижению вот этого ментального поощрения. Как with this reflection of you're beautiful. Как у собачки Павлова, and да, she gets когда addicted to the energy. Женщина такая, она начинает залипать абсолютно. And it gives her such a feed that she's как бы она получает постоянное ментальное такое вознаграждение каждый раз, глядя на себя в зеркало, вот в отражение в окне. To the camera. И если нет этого, то есть фактически она все время ищет свое отражение, либо в камере телефона, либо в окне, либо в зеркале. И постоянно находится в поиске этого отражения и в поиске подтверждения. Because it reinforces зависимый от этого отражения. This beauty that she's lovable, but she falls in love with in an addictive way. Это как бы не любовь, это такое ментальное вознаграждение, которое мы получаем чаще сейчас в соцсетях в форме сердечка, того, что ты такая красотка, Машенька, ты прям такая. И вот это все, вот это самолюбование, оно, к сожалению, формирует такую немножко оторванную от жизни, очень сильно ментальную. И зачастую не очень хорошо чувствующую свое тело из-за этого субличность. And then there's the unbeautiful. Конечно, есть альтернатива такая, ну, можно сказать, какой-то гадкий утенок, да, или что-то еще. She wasn't told she was beautiful. Девочки, которые не говорили, что она красивая. She was told to clean herself up and fix herself up, and she'll be lucky if she gets married. Давай, тебе повезет, если хоть кто-нибудь, там, я не знаю, на тебе женится, ты вообще там не пойми что. She either feels as though she's got to do something to try. И такая девушка часто, такой аспект, он часто проживается в жизни, и женщина чувствует, что она должна что-то с собой делать обязательно, чтобы стать привлекательной. Либо она становится жертвой пластических хирургов, всяких ужесточенных спортзала, либо наоборот, такая женщина полностью закрывается и говорит, это вообще не про меня, я лучше в зеркало смотреть не буду. Так, какие-то губки покрасила, что глазки подвела, что-то там надела и пошла. И такая женщина абсолютно уверена, что она не привлекательна, не красива. Этот аспект в ней очень сильно проявлен часто. Вот, и она пытается реализоваться, и говорит, ну и ладно, я реализуюсь через другое, я буду успешной бизнес-леди, я буду хорошей сотрудницей, там, и так далее. Then there's the aspect of the woman that is the creative. Есть другой аспект, который часто в детстве очень проявлен, такой творческий аспект. It's again one of those fundamental qualities in a woman. Мне кажется, что для женщины это прям фундаментальное качество, вот это творчество. But many women either repress it, либо подавляют просто свое творчество. And if they do, they live out of their more masculine side. И такие женщины часто переходят в такой мужской аспект, не позволяя даже такой более ментальный мужской аспект, не позволяя этому творчеству проявляться. Any form of creativity is much more logical, structured. Сразу, как только появляется творчество, сразу появляется логика, предсказуемость. То есть нет, это должно быть логично, предсказуемо, последовательно. Creativity is kind of и вот такое спонтанное, хаотичное, непредсказуемое. I don't have time for У меня на это нет времени, это что-то очень слабое, это отражение luxury, слабости. Это как какое-то такое странное хобби для странных женщин. Really allow themselves to express. Или наоборот, кто-то наоборот позволяет себе исследовать свое творчество, раскрываться через творчество, раскрывая свои творческие таланты к рисованию, к писанию,
вниманию к пению. Some express it through the home, through the creating a beautiful home, through the food they cook, you know. Через заботу о своем доме, через то, что вы готовите. Some don't allow themselves А кто-то даже не позволяет себе but they исследовать даже express эти it аспекты. through their children. Но тогда направляют So весь свой аспект в своих they make детей. sure their children do Знаете, art когда classes, dance classes, таких мам дети ходят на все, на танцы, на рисование. У них самый красивый костюм, потому что такая мама делает ей костюм. Or yes, there's an event, костюм тыквы, and the mother makes the most beautiful costumes for her child. She spends, 2 days making the ultimate costume for her child's play. Дней для того, чтобы для детского спектакля сделать самый красивый. Only allows her creativity to happen through her children. И единственное, где она позволяет вот этому аспекту выплеснуться в мир, Partly это через своего ребенка. She allowed it to switch on through her pregnancy, да, through the потому что, experience возможно, вот где-то в беременности этот аспект был хорошо проявлен, когда она была наполнена этой женской энергией, и, соответственно, вот. So we have different relationships to this aspect of our creativity, and the repressed one often says, I'm not good enough, to create. Да, и, конечно же, ментализация и подавление этого аспекта. У меня и талантов нет, и вообще это все какая-то забава, мне работать надо, мне достигать надо новых высот. Then we have our fundamental sexual woman. Есть, конечно, у нас такая сексуальная женщина. But she is not as straight up as you would think she could be. Да, но она не такая линейная, как нам кажется. Even though it's all sexual energy that is Тут все не так просто. Несмотря на то, что, казалось бы, сексуальная энергия, она такая одна, это энергия удовольствия. A relationship to Наши отношения с этой сексуальной энергией могут определять совершенно разные аспекты нашего проявления. И наши травмы вокруг сексуальности могут определять наши проявления. A woman who discovers power. Есть женщины, которые обнаружили власть и силу своей сексуальности. Власть над мужчинами через свою сексуальность. Which probably means she wasn't terribly loved. Это может где-то означать такую травму, что ее, может быть, не сильно любили, но ее очень хотели. So she discovers she has и она обнаружила, что у нее есть много власти, она может влиять на мир вокруг себя. И мужчины на мир, и на женщин, благодаря своей вот этой сексуальной энергии. И она показывает эту власть и свою силу, такую доминантную. This is a very more dominating. She's more cold. Такая женщина внутри на самом деле более холодна, более, может быть, где-то даже манипулятивна в своей сексуальности. И она может использовать ее даже в основном для формирования вот этой идентичности, что у нее очень сильная сексуальная такая привлекательность, на которую она использует как лассо, или как меч такой. Or a lasso, yes. Да. And to get what she wants. Чтобы получать то, что она хочет. This is a little bit of an aggressive Такая type немножко агрессивная форма сексуальности. Then we've got the woman who is very much the sexual explorer, and she loves the orgasm, the pleasure. Сексуальные исследовательницы, которые she loves exploring men and relationships, удовольствия, оргазма. Впечатление от she's very explorative. Она очень такая исследовательница своей сексуальности и своего сексуального мира. She's trying a lot of different things. И она исследует через разных мужчин разные сексуальные техники. Then we have the woman who is very much the sexual servant. Есть другой аспект у женщины, такой, как бы сказать, женщина, которая служит в сексе, она просто обслуживает. This woman really doesn't know она еще не раскрыла свою оргазмическую She very much sees sex as about serving она воспринимает секс как некая такая плата because she doesn't get pleasure from it, but he seems она не получает так много удовольствия, and it's her obligation но мужчина получает, и моя задача
And so that's what I mean by the sexual servant, is that she does it because she needs to do it. Я делаю это потому что, надо. Да. So then we have another aspect, which is the businesswoman. Businesswoman. And this is a woman who has very often a very well developed masculine side. Зачастую у такой женщины очень раскрыта логичная, very good mathematical or mental or systematic mind. Систематизация, логика, математика. Maybe very good at selling, maybe very Она good хороша в продажах или в структуре. Team building, или в том, чтобы... She could be a good leader or да, может быть хорошим лидером, хорошим боссом, который понимает людей. A very good communicator. Хороший коммуникатор. This is the businesswoman who lives more out of her masculine. Такая женщина проживает это из более такого мужского аспекта, опять же, менее чувственного, более логичного. And, they bring her realization of some kind, or success. И это вполне возможно приводит к тому, что она реализуется в успехе и в достижениях. And then we have another type of woman who's not so much the businesswoman, but the employee. И есть, допустим, такой тип, как сотрудница. And это женщина, которая живет немножко из другого парадигма. Maybe when she went into the workforce, she может быть, might когда have она gone только in начала исследовать мир труда, but oftentimes what она happens to пришла the к заключению, employees, что the inspired young employee can get squashed very quickly. Она не очень, то, чем она была вдохновлена делать, это подавлялось, и в конечном счете она сказала, и ладно. Just do your job. Я делаю свою работу, мне за это платят. The employee can slip into the grind of I do my work, I get paid. И I do my work, I get paid. Есть люди, которые вдохновлены тем, что они делают на работе, а есть те, кто просто я делаю свое дело, мне She may be a good employee. She does her work well and she gets paid, but she is the one that is employed. Да, she's not the entrepreneur. Она не предпринимательница, она просто... She's the one that's taken on the role and the aspect of her expression in the social world. Выражение as the employee. В мире труда просто я наемный сотрудник. Я She could even be a professional employee. Можно быть высокопрофессиональным. She could be a doctor employee, or whatever she does that, as an employee. Такой аспект очень четко проявленный, да? Да. Then this is a very important woman to recognize. Есть еще одна такая интересная аспект, который может жить. This is the woman who, when she touches this infinite space of love, like she touches her real nature. Когда женщина прикасается к this этому aspect, может быть, она ходила на какой-то семинар или на какую-то духовную практику, и она прикоснулась к этому чувству, не знаю. I've seen a lot of this woman in my practices. Я таких женщин часто встречал. And that is she who saves the world. И она очень быстро приходит к выводу, что все, она теперь будет спасать мир. She touches она прикоснулась к этому enormous love inside. любви и волшебству внутри. Now I've got to save the world, got to change the world, and she takes it on herself and on her shoulders. And if we mix her together with the businesswoman, then she who saves the world with a commercial success and profitability. Такой духовный бизнесмен. She doesn't allow the energy to go in to feed. Но опять же, это все равно не помогает этой женщине нежно She's already throwing it out теле, into она the просто world. проецирует это Like в мир. I've already got the mission, I'm going to Я save уже the world. получила все, что хотела, да, я буду спасать мир. Remember, we're not saying any aspect is right or wrong. Я не говорю, что это правильно и неправильно, плохо или We're showing you how the aspect. Я просто говорю, как эти причины вводят нас в тот конфликт внутренний. It's conflicting. It's creating из-за которого мы ментализируем жизнь, из-за которой мы живем как немножко такая женщина с большим количеством трещинок внутри, и эти трещинки порождают конфликты внутренние. Да.
And finally, Мы сейчас завершим этот длинный список, который тут написала. The territorial bitch. Не знаю, как она говорит, я назвала ее такая территориальная сука, такая, знаете, Да, которая... территориальная сука. And she is the one who can suddenly spring up. She's very aggressive. Она очень внутри агрессивна. But she can be passive aggressive. Но она может быть такая пассивная. You don't see her coming, you know. Вы не ожидаете, что из этой женщины сейчас такое выпрыгнет. And what drives this aspect? Что этот аспект проявляется в вас, когда вдруг она берет и появляется, и начинает traumatized to believe there's not enough. Она уверена, что в жизни недостаточно любви для нее. So therefore she doesn't trust love. Недостаточно изобилия для нее. She's had a connection broken. Жизни, and she doesn't trust life. Любви, она не доверяет There's жизни. not enough for her, so she has to aggressively protect такая it. женщина в маршрутке будет бороться за то, чтобы сесть или за что-то. I mean, if I was to speak about the positive aspect of the territorial woman, she is the one that protects her children and her family. And, да, и есть, конечно же, положительный аспект. Такая женщина заботится о своей семье, о своем доме, о своем огороде. But the one who has been traumatized в травме, она очень often had the experience of the man who betrayed her. Естественно. То есть это понятно, что это обосновано травмами. Stole her business, женщины, которые украли бизнес, мужчины, которые бросили что-то. Она становится такая очень агрессивно защищающая. And you don't know she exists. И вы даже порой не знаете, что она в вас живет, а потом раз она такая выпрыгивает. Either in you or in somebody that you know. Или в ком-то другом, да, because she's very well, often very hidden. Потому что она зачастую очень хорошо спрятана под слоями. Да, so I'm going to stop there with the aspects. So again, I want you to write them down. We will make a little diagram tomorrow. But I want you to look in yourself at these different aspects over the next couple of days, you know, to see who is there, you know. Who is she inside of you? Who are all of these different aspects of the inner women inside of you? Let's be clear again. It's not incorrect that we have Я these не говорю, aspects. что это плохо, что они там есть, ни в коем случае. This is very natural. Это естественно, вот такая фрагментация, к сожалению, это естественные, как these мы women живем. are fractured. И вот это трещины, вот эти надломы, благодаря которым они they все are образовались, moving from the more травмы. negative trauma. That's what created them, and it hasn't Именно been это та причина, по которой мы так realized, opened up, так и живем, потому что accepted, мы не погрузились на слой глубже, где возможно прощение, где возможно благодаря прощению и любви, и вот этой заботливой материнской энергии просто как суперклеем, да, склеить вот эти все трещинки, собрать все эти фрагменты из отдельных в один большой сияющий бриллиант, которым вы являетесь. When we open up, потому что когда мы открываемся вот этому любящему целительному потоку, we're going to meet some of this, мы, конечно же, встречаемся с этими трещинами, травмами, надломами и искажениями. All the tools Но у нас есть инструментарий, такой, можно сказать, волшебный, чтобы включить этот глубокий поток любви в вашем теле. And that is your natural feminine и это flow. И есть наш естественный первородный that flow of love поток, unifies all of these aspects. Который лучше соединяет все аспекты. And those aspects make you so vital and changing from moment to moment as a very alive woman. Да, конечно, это говорит о чем? О том, что это делает нас очень... Когда мы сплавляем вот эти все аспекты благодаря этой энергии любви, мы, конечно же, мы становимся очень живой женщиной. Да. So, you know, a woman that knows these Женщина, aspects которая знает эти and свои has аспекты, loved the brokenness or the fracture, которая знает вот эти все through her body, которая she's a very bright woman. Она готова меняться, она очень такая яркая женщина. Unpredictable.
Она может быть You где-то know, one непредсказуема, moment she's like the позволяя untamed себе girl, быть you know, такой, такой, такой. and the next minute she's the loving mother, Где-то you она know, такая девочка and then необузданная, she may где-то have она the capacity любящая, to move as the где-то она businesswoman, проявляется как бизнес-женщина. you know, Но or когда все эти she may not аспекты have that сплавлены, capacity at all as the уходит вот этот businesswoman, внутренний конфликт, потому что but больше нет she's incredibly противостояния, больше необходимости creative, you оправдываться know, перед миром. and she uses her hands a lot to make things. И когда не нужно оправдываться, можно проявляться, правда? So you see, we don't make any particular aspect more important Я ни в коем or случае не more говорю, right что что-то там, какой-то из than another аспектов более aspect. важный, более правильный. But they definitely need loving, Но только в recognizing, любви они being сплавляются into вместе, the heart, убирая вот излишнюю ментализацию жизни, возвращаясь в сердце, accepted, возвращаясь в тело. seen, Когда уходит sometimes необходимость, forgiven, повторю, you know. оправдываться, да, появляется возможность проявляться. And sometimes we have to go into the womb И to find, иногда you нам know. нужно прощение, иногда нам нужно отпускание, исцеление и любовью для And того, чтобы it все эти is аспекты зажили your как единое целое. something that never ever lies is your original vibration that is your И у healing каждой из нас vibration. есть вот это состояние, And that is the vibration of your voice. это вибрация вашего голоса, как внутренний камертон. And of course it is the root of the voice, which is breath. И понятно, что у нас будет много и дыхательных практик, и звуковых, и других. So these are the fundamental explorations, Мы будем the исследовать tools we're going to с помощью switch моих on инструментов для того, чтобы включить все how эти аспекты в to единое. release Как высвободить травмы, some of those traumas, and как how слить вот в to этом потоке breathe любви все эти and to аспекты. sound and sing Со in звуком, с движением, где-то с sensual flow of дыханием love активировать этот чувственный поток в теле, that comes from this который unified поднимается из этого feminine единого женского field, поля, which is a vibration that moves harmoniously из through этой the earth, вибрации, которая очень гармонично поднимается из that земли, moves through nature движется and через moves through your natural womanly body. твое So женское we want to тело. switch on your natural womanly body. And Мы хотим she's активировать твое very тело женщины. big, you know, your Это natural большое, woman любящее is very big. тело, And she такое has энергетическое поле, the capacity to и у нее есть accept, эта forgive, способность heal, исцелять, and и bring a lot of прощать, и love наполнять любовью to the fractures вот эти все that надломы, you carry трещины, сливая их inside. все в один большой. This is absolutely the journey I have been Это on. я сама этот путь прожила. And it is the journey that we go on. И So этот путь проживает каждый из нас. Просто мы сможем сделать это some осознанно. of the practices are very sensual, and Есть just практики, которые to будут wake очень up чувственные. this connection, I want to just quickly give you a practice to do over the next couple of days. Мы сейчас делаем мини-практику, Да. которую я советую вам делать на протяжении следующих завтра, по сути, у нас осталось. Да, ну, and you can как just завтра, по you сути. can do it sitting in your car, in Можете your делать ее где угодно. kitchen, in your На I кухне, don't в know, машине, you know. где угодно. But it's very simply just rubbing the palms together Вот to сейчас get мы heat, потрем ладошки вот так одна у другую. and taking a breath in from your Па- lower belly, Да, сделаем глубокий вдох вниз живота. and then placing the right hand on your heart. Правая ладошка на Left сердце, hand. левая ладошка вниз живота, вот Oh, you сюда. can't see the Ну, да. picture, but under the here's my navel. Вот там, под пупочек. Under the navel. And we want to get relationship to your root. Мы хотим, чтобы у вас появилась вот эта связь, так укоренились. We вот те. have the beautiful floor of the body, which is the pelvic floor. И вот это, чтобы Moves мышцы from малого the таза, hips, мышцы the hips промежности, all the way through to the front of the pubic чтобы bone. они сейчас как бы были Connects in активированы. with the anus, with the Область vaginal промежности, and bladder, everything, womb.
вагинального канала, ануса, чтобы все это было активировано. This moving root that как бы, чтобы был breathes. такой корень, как бы, It breathes. такой фундамент у тела, And чтобы он to дышал, make it потому breathe, что это диафрагма. We have to not only open the diaphragm when we breathe in, but we also have to open the belly and the hips. It's a sense of opening the hips and the belly so that the organism, so that your womanly body starts to breathe from the root. Да, right? чтобы все наши 3 диафрагмы активировались, So if включая just for a диафрагму нашей moment, промежности. I want you to see and feel what it feels like to breathe Почувствуйте, in как вы делаете глубокий all the вдох. way through your hips, Вот туда, до уровня бедер, right around to your pubic bone, до уровня лобка. and feeling all of the sensual folds, which is the Чувствуя, clitoris, как ваше внимание labia, опускается в the области anus, all of клитора, these ануса, sensual folds половых with губ. that breath as Чувствую, well. как вот дыхание, оно So it's прям like a приводит к big микродвижению этой области. mouth almost to Такое как микродвижение, breathe что у вас in, диафрагма like не your только на уровне груди, diaphragm но диафрагма breathing, нижняя, и она like тоже как бы this. дышит, да? And you can see the shape of it very much like the vagina, which is also very much the mirror of the И это vocal отражение cords голосовых связок, and the естественно, mouth и рта, да. То есть, in то the есть у woman's нас body. вот So this все сфинктеральные мышцы у нас они одинаковые. and this, the base, the root, is all И, connected. соответственно, и рот, And и the наша промежность, они очень похожи по is the структуре. transmitter, Вот. Сердце в этом случае the выступает таким magnetic магнетическим передатчиком. transmitter between the yoni, Это womb, связующее звено, где с throat одной and стороны у mouth. нас выражение это So we're горло going и to рот, do а с другой стороны это матка и a йoni. very sensual practice to Сделаем сейчас open очень up the короткую heart and to практику. help each other's Now? hearts to open. No, not now. На семинаре у In нас the будет seminar. много практик на Да. эти все аспекты. Да. So, but for now, I want you to feel Сейчас the мы right сделаем hand. короткую практику. Why the right hand? It's the Правая ладонь мужское masculine side of the начало. body in your sun center. Здесь в центре And in груди. the center, we have heart left, Сердце thymus слева, а here. здесь вилочковая So we're just железа. acknowledging this whole center here. This Вот, is поэтому your youth мы- center, Наш your центр heart, your молодости, love наш center, центр you know. любви, наш центр in your силы body. воли, иммунитета, мы его... You can see that, you know, even at the age of 54, I'm still looking very vital and young because I'm always И activating. мне 54 this года, center. и я так, в общем, неплохо выгляжу, потому что у меня этот центр And активен. it loves to Вот. be touched, Потому что you know, нам нравится, and когда breathed, к нему прикасаются. and sounded. Через прикосновение, но в том числе и через звук, и через дыхание, и через движение. And of course, it's fundamental to our happiness to Для нашего feel счастья очень важно this sense of чувствовать rootedness, of это actually ощущение укорененности. coming out of all of these different mental relationships and thoughts and things to actually feeling the root breathing Чувствую, in the как body, наша the pelvic floor, промежность, the она yoni, дышит. the hips, the anus. So we're just going to do a breath to help you to activate that Мы throughout the сейчас day. сделаем короткое такое дыхание, активирующее нашу So the промежность. first thing I want you to do is close your eyes, Закройте глаза, feel the heat почувствуйте тепло под of your ладонью. hand on your heart center, Одна the left ладонь в hand, центре the груди, feminine другая side on под your womb, пупком. and breathing in. Вдох. And we want to first of all feel the lower belly expand, the Чувствуем, как ribs надувается open up, низ the живота. diaphragm expand, the chest expand, then release. With that. Выдыхаем мы с расслаблением, таким Because we want to звуком. start to feel our own vibration moving through our chest. Чувствую, как вибрация It's движется our через нашу vibration грудь. that makes us feel like, this is me. Now, of course, sometimes when we make this vibration, the shame girl can come up. Может появиться такая девочка, вот, And которая стыдится, да, вот она может сейчас резко she was проявиться the в one этом who звуке. was put down for her body. Потому что you ее know. постоянно пристыжали за ее So тело. we must consciously navigate И нам if нужно быть she's очень rising, осознанными с because этим, если сейчас or какой-то the good стыд girl, пойдет. and Или she хорошая says, девушка, "Shh, которая be скажет, quiet, нет, be quiet", тише, тише, you там know. ни в коем случае так громко не звучи. you're not good or you're not nice if Да. you're, you know. Ты иначе ты They вообще feel out. что-то, как ты можешь себе позволить быть такой So громкой. reclaiming your vibration, your voice in this practice
and in your life is fundamental. Вернуть себе свой голос — это вообще основа основ. Living, speaking from your жить, own authentic говорить, vibration. дышать на своей Not a своей fake вибрации. one. Не какой-то придуманный. Not a stressed one, not an Не той, overly который в emotional стрессе. one, you know, but the one that is really Та, которая здесь, your та, vibration. которая So здесь. breathing from the lower belly. Вдох в самый низ живота. Чувствуем, как раскрывается наша промежность, и выдох со звуком. And you might even put your Ты fingertips можешь on your положить throat. даже кончики пальцев на горло, чтобы Feel the почувствовать эту vibration. вибрацию лучше. Now notice I'm letting go of the jaw, which is control. Я отпускаю челюсть, потому что челюсть — это контроль. We'll do one more. Еще Big один. belly breath. Feel the left hand expand. Left hand expand. Левая ладошка Feel выталкивается the diaphragm, вперед, вдох chest глубокий, expand, прям в самую let go. промежность, и выдох. Just letting go of control, really. Отпускаем любой контроль. Now, this time we want to activate the energy that is in the И roots. мы хотим активировать свою So we're промежность. actually going to close the pelvic floor. Мы сейчас сократим We're going промежность. to squeeze the yoni in and up, even the anus, Сократим even the мышцы hips. ануса, it's сократим like мышцы the feeling is йони, like- сократим мышцы вокруг клитора. Сделаем вдох, и так раз, и сжали Да. все. And we breathe in and then we close. So like this. Да, мы вдох и сократили все мышцы. And close. And just hold it for a moment Держим. and let go. И расслабили максимально все So notice the мышцы. mouth opens, Рот and the раскрыт, и hips, промежность yoni, расслаблена, йони расслаблена. everything Все open. расслаблено, раскрыто. Notice that if we do a few together, how it starts to relax. Вдох Breathing in through the nose через нос. and out through the mouth. Сократили мышцы, держим. Squeeze. Сократили мышцы вокруг ануса, And вокруг meet. клитора, мышцы йони, Bring your держим. eyes down Глазки into your закрыты. yoni hips. See that area. Start to Держим. feel it. Чувствуем пульс в And let промежности. go. И максимальное расслабление промежности на выдохе. Now, Выдох через рот. that may be where you stop your practice at, Да, just может by быть, сейчас мы где-то sitting на in этом wherever you закончим. are and you squeeze. Now, if you are more advanced in terms Если of вы you've been более, doing more если feminine вы делали practice практики for со some мной, time, then I want you to take the energy up. то попробуйте And начать how to do поднимать that? энергию выше. Again, when you hold the yoni pelvic floor closed, anus, you're going to also pull the energy in the womb, and roll it through the belly, pull the belly in and up into the heart. So it То feels like вы this. будете делать вот так. So we're going to Сокращаю. Если вы более продвинуты, то можно пойти чуть breathe дальше. in. Вдох. Now close the pelvic floor, Сократили мышцы close промежности, the womb, сократили pull низ in the живота, belly, подтянули йони по and направлению к матке, squeeze, еще really матку чуть squeeze выше, that прям root сократили until the по energy comes направлению up to the к heart. солнечному сплетению и Take one more сердцу. sip of air Еще and let микровдох go. и расслабление. And let the hips get more Чувствую, как и fluid, бедра like a V растекаются. release. Let's try again. Еще раз вдох, сократили мышцы Squeezing the yoni, промежности, анус, squeezing the йони. womb, squeezing Втянули the немножко belly. низ живота, втянули матку чуть вверх, йони по направлению к матке, Feel матку the выше, energy по up направлению к on that солнечному heart hand and сплетению, let go. выше к сердцу. Втянули, подержали секундочку и выпустили. One more. С расслаблением, максимальное расслабление на выдохе. Опять же Squeezing the вдох, hips together, сокращение. anus, Втянули, yoni. поднимаем, Womb. поднимаем, поднимаем энергию. Pull in the belly. Низ живота. And take one more sip Матку up по to the направлению heart к to солнечному feel the сплетению, выше heat. к сердцу, чувствуем тепло, And пульс. bring some love to your Задержали heart. немножко in внимание my на heart. сердце. И максимальное расслабление всего. So, depending on where you're at, Вне maybe зависимости first от of all, того, как is very new for you. если для вас это you все just hold the новинку, pelvic просто floor. делайте вот то, что мы делали в начале. Да. А если вы уже But if более you're more, you want to продвинутые, get, and eventually what you'll start to do is get a little bit of a и rolling потом у вас flow появится такой очень as the energy волна. starts to come up into the heart from the yoni. And this way we are reconnecting your body, which is often quite cut. И это помогает нам Through the восстановить middle. вот эту связь в теле, да? Because we've been stupidly believing we need to suck our belly Потому что нас все время убеждали во in всех and разных hold it in. вредных Rather than привычках, что fill нужно it up with втягивать life живот force and вместо then того, чтобы learn наполнять how to be его more вот fluid этой with живой it, силой. you know, to let that sensual energy through. Да, помогает и чувственной So, энергии наполнять все наше тело. If let's now we're going to finish the practice here,
And I encourage you to do the exploration of the different fractures Если in вы you. записывали, то посмотрите эти аспекты, посмотрите, что с вами резонирует, что не резонирует. The workshop is not a mentalization, Наш семинар not это a не ментализация, psychological это не healing of all of these не aspects. психологическая работа с этими It's very элементами. much a Это скорее sensual убирание practice. с помощью вот этих And чувственных that's why энергий, it's любви, important that энергии сплавления even этих before we аспектов come в into одно. the space, we've already switched И мы on специально включили это определение причин, почему мы живем так, как мы живем, чтобы когда любовь направилась, животворящая the энергия, consciousness чтобы of она the body могла is starting помочь to нам. heal and work with. For those of you who have friends who say, "Oh, I might come," Если or у вас есть "I'll друзья, come которые next такие, time," которые говорят, о, я думаю, я схожу в следующий because they're a раз, little bit afraid, потому что они немножко побаиваются или чего-то еще. encourage them to go Посоветуйте им through прийти, that потому что правда в том, что я вряд ли буду повторять to come, этот семинар в because ближайшее время. on a practical level, I may not workshop again Я for вообще another не couple of знаю, years, I когда у don't меня будет know. следующий живой семинар, может быть, через пару лет. But on the other side, Но с другой стороны, сейчас такое важное время. sometimes your sense of sisterhood, that I'm there with you, И иногда это поддержка, которую helps you женщина получает от другой to женщины. grow Она ей your помогает развивать community этот социум of вокруг себя. women who are bright and Тех, кто awake, более growing яркие, alongside of you, пробужденные женщины, чтобы было не так, and that's да, чтобы было намного ярче жизнь, правильно? it's a great, Хорошо иметь вокруг себя чудесный, яркий социальный it's круг, a very поэтому warm не стесняйтесь. thing when you can Берите, share the deep да, берите realizations подружек, потому что with your действительно это friends, уникальное совершенно событие, So и that's why we always encourage people не to повторится оно dream. скоро, это точно. Because the more women in the world Чем that больше женщин на планете are яркие brightly и сияющие, shining, in this love and have tools to get through чем the больше у них challenge, вот этих инструментов, we see тем just больше наш мир, который окружает нас, на самом деле радостный, the и beauty счастливый. И growing вся эта красота вокруг in нас our world, раскрывается вокруг нас. So it's not about changing the entire Не world, it's надо about пытаться how we изменить весь affect мир, просто поменяйте свой world. мир, да? And one thing I can say for sure is a lot of men do send Я знаю, что многие мужчины посылают their своих women to женщин, my да, workshops. на I мои get a lot of семинары. letters from men saying thank Я you. много получаю сообщений от мужчин, которые говорят спасибо. So, Вот, and так thank что- you to all of the grandmothers and the И, husbands конечно, отдельная that are благодарность taking care бабушкам, of the мужьям, children, the няням, nannies. которые сидят с Very вашими детьми grateful. на эти Please send выходные. them my big gratitude. Передавайте мои слова благодарности. There, because again, that's your Берите подруг, community. это уникальное. Билетов очень мало осталось, поэтому пусть они успевают, пусть перестанут они думать и ждать этого волшебного какого-то сигнала. Вот он, волшебный сигнал. Да. Давайте встречаться. So this feed will be available from Запись сохранится. now on. You can go back and watch it again. And, Так что and there will be a feed after the weekend on what day? следующий у нас будет сам живой семинар у нас 16-17, и у нас, естественно, последняя завершающая онлайн-сессия 19 марта вечером, тоже в 7 часов вечера. So this will be integration, questions and all kinds of Так что, да, последние вопросы, последняя такая So that интеграция опыта, она it's будет. very important to me that I don't leave your presence in the workshop room, but actually cultivate it further into Да, your мы не home. просто попрощаемся в воскресенье, Да. и все. Нет, у нас еще будет одна онлайн-сессия обязательно. Поэтому, да, берите под руку, увидимся уже в субботу. Увидимся До встречи в в Vegas субботу. City Hall. Да, счастлива, любимая. Love you. Oh, and make sure you wear in Да, the room, пожалуйста, оденьте wear a юбку. skirt if you Оденьте can. длинную юбку. Could be a не- dress, could be a skirt, not a Платье, tight one though. платье One you или... can open your thighs easily in, you can dance in, we will be dancing.
Да, мы будем танцевать, поэтому желательно ничего такого тугого, никаких тугих юбок, никаких вот этих pencil юбки. Leave your jeans at home. Никаких джинсов, никаких брюк, This is not the space for that. This is the space for you to express your femininity, your beauty. Вот, поэтому обязательно, да, значит, либо юбки, либо платье, ну что-то такое более женственное, правильно? Да. Все, до встречи, любимые, до скорой встречи. Я люблю тебя, любимая, счастливо. До встречи.